Внимательно посмотрев это видео, вы разберетесь, как своему AI-агенту подключать какие угодно инструменты и давать ему неограниченный функционал, то есть усовершенствовать его и усилять. Например, самый простой, наверное, банальный пример: у нашего AI-агента нет доступа в интернет. И когда мы заходим там в поиск приложений, мы ищем доступ в интернет, например, через Perplexity, либо через Tavily. И здесь таких приложений нет. Но мы можем через ноду HTTP Request дать ему тот самый доступ к интернету и подключить его, например, к тому же Perplexity, которого в стандартной версии нет. По большому счету, нода HTTP Request это и есть те самые ноды с инструментами, то есть приложения, которые находятся вот в этом разделе. То есть нода HTTP Request это та же самая нода на отправку сообщений в Telegram, на отправку сообщений в Medium, на отправку ваших постов в WordPress, на ваш сайт, на связь вашего агента, там, например, с вашим Инстаграмом. То есть нода HTTP Request, грубо говоря, это та нода, которая позволяет нам давать неограниченный функционал нашему AI-агенту. Единственное различие, например, вот здесь в качестве примера я выбрал Airtable и HTTP Request. Единственное различие, что нода Airtable, она уже как бы запрограммирована, и она уже настроена на работу с сервисом N8N. При работе, например, через ноду HTTP Request и настройку ее таким же способом, как Airtable, нам требуется дополнительная настройка. И многие, знаете, когда заходят вот в настройки, сразу же думают: блин, ну здесь реально только для программистов. Я на самом деле вообще не умею программировать, я нисколько не программист, но при этом я понимаю, что мы можем, каждый из нас может буквально там в несколько кликов настроить ноду HTTP Request и дать своему агенту неограниченный функционал. Но для этого необходимо понимать как бы базовые действия, базовые элементы, которые есть в ноде HTTP Request. Значит, нужно понимать базовый принцип работы API. Здесь показано, да, вот на примере Яндекс.Еды. То есть, когда мы хотим заказать, например, в каком-то приложении еды, мы что делаем? Мы там смотрим меню, да, смотрим меню Яндекс.Еды, и после этого, соответственно, мы принимаем решение, что выбрать. После того, как мы приняли решение, что выбрать, мы отправляем запрос там, через приложение, выбираем еду, оплачиваем этот заказ и отправляем тот самый запрос, да, на кухню. То есть отправляем запрос на кухне нам, соответственно, эта еда готовится, на кухне повара понимают, из чего нам стоит готовить, соответственно, эту самую еду. Например, из овощей, из рыбы или там, не знаю, из мяса. То есть у поваров есть, как они об этом узнают? Они смотрят тот заказ, то меню, которое, соответственно, к ним приходит. Мы к ним не приходим и говорим собственноручно: слушай, да, мне необходимо там сделать такие-то блюда, а они даже не имеют представления, как эти блюда делаются. Нет, у них есть, соответственно, меню. У них есть, поступил этот заказ, то есть мы пешком туда не идем, мы не говорим, что нам необходимо сделать. И после этого, после того, как они приготовили эту еду, они все складывают, соответственно, курьеру, и курьер уже нам эту еду доставляет. То есть он нам уже эту еду привозит в зависимости от того, что мы заказали. То есть тот же самый принцип, он работает и, то есть мы где-то вот здесь, да, и курьер, соответственно, нам эту еду доставляет. Тот же самый принцип, он работает и с любыми приложениями, с любыми API. То есть у нас есть определенная документация, у нас есть API-документация, которая отправляется нашему AI-агенту. AI-агент наш связывается с тем самым приложением. AI-агент связывается с той самой нодой HTTP Request. Эта нода HTTP Request, она отправляет запрос, соответственно, на сервер, к которому она подключена. И после этого сервер обрабатывает эту информацию, то есть он обрабатывает эту информацию и отдает нам ответ, то есть ответ, который нас интересует.
Например, найти что-то в интернете. Этот сервер понимает, что ему необходимо найти что-то в интернете, и он обрабатывает эту информацию и, соответственно, отправляет эту информацию обратно. Он говорит, я нашел это в интернете, вот, пожалуйста, твой ответ. Твой ответ AI-агент обрабатывает и, соответственно, возвращает нам обратно. То есть процесс, также этот процесс проходит, но здесь он проходит поочередно. То есть сначала к AI-агенту мы обращаемся, дальше он обращается к ноде HTTP request. Нода HTTP request, в зависимости от того, с каким сервером она работает, она обращается в ту документацию, которую ей необходимо. Там обрабатывается этот ответ, получается ответ и приходит обратно. И мы в итоге получаем ответ от этой ноды HTTP request. Это такой базовый принцип понимания, как работает вообще вся система. Но когда мы заходим в ноду HTTP request, нам ее необходимо настроить. Здесь у нас появляются, соответственно, какие-то элементы. Например, метод, URL, аутентификатор, параметры какие-то, которые необходимо вводить. Да, и многие просто путаются и теряются, что это. Давайте разберемся, что это. Значит, основные настройки, которые есть в ноде HTTP request. Значит, метод. Метод — это цель нашего запроса. То есть, какой запрос мы будем отсылать. Существует два типа метода. Метод POST. Существует большое количество, соответственно, методов. Здесь можно потеряться, но в основном все используют только два типа метода. Это GET и POST. Есть еще вот delete, там options, но это можно исключить, потому что большинство запросов, которые идут, они идут как раз через метод get и post. Значит, метод get — это информация для того, чтобы получить информацию, то есть получить какие-то данные сервера. Все, то есть мы на него ничего, на сервер ничего не отправляем. Наша основная задача — это просто принять ту информацию, которая от него исходит. Второй метод — это post. Post — это отправление данных на сервер. Когда мы уже задаем конкретный вопрос, сервер этот ответ принимает и начинает, соответственно, искать запрос ответ на этот запрос. Все, то есть метод get и post. То есть первое, что мы выбираем при настройке ноды HTTP request, это метод get и post. Get — получить, post и получить, соответственно, и отправить. Следующее — URL. Что такое URL? Это ссылка, по которой будет происходить запрос. Где эту всю информацию брать по каждому инструменту, который вам необходим, я чуть позже вам также покажу и расскажу. Ребят, если вы хотите разобраться с сервисом N8N, получить доступ к большому количеству шаблонов по тем видео, которые я записываю, плюс доступ вот в такой вот телеграм-чат, телеграм-канал, где мы с ребятами обсуждаем принципы работы N8N, где у нас есть большая база знаний по работе с N8N, плюс возможность найти исполнителей, найти заказчиков, получить промпты, которые помогут вам в изучении не только искусственного интеллекта, не только N8N, а вообще внедрению и инструментов в свой проект, в свой бизнес, ну либо личную жизнь. Поэтому в первом закрепленном сообщении есть ссылка на Telegram-бота. Telegram-бот вам подробно расскажет, как получить доступ к такому AI-сообществу. URL — это, грубо говоря, путь, по которому будет происходить вот та самая передача данных. То есть это вот тот самый путь, который будет отправлять. Он будет понимать, куда этот путь необходимо отправить и что отправить. За что отправить как раз и отвечает вот следующие параметры. Основные параметры. Аутентификация, чуть позже о ней поговорим, это отдельный инструмент. Здесь вот эти вот три главных параметра, которые отправляют информацию, что мы хотим, соответственно, получить от того или иного сервиса. По большому счету существует только три основных параметра. Значит, QWERTY parameters, header parameters и body parameters. Вот они все здесь также отображены. Значит, что такое QWERTY parameters? QWERTY parameters — это, грубо говоря, фильтр. То есть фильтр, который задается, когда мы что-то спрашиваем. То есть, когда мы, смотрите, ищем, например, в Гугле доставку цветов, у нас появляется здесь, то есть, что мы ищем, и Q. Q — это QWERTY parameters. То есть, тот основной параметр, что нам необходимо найти. То есть, нужно найти доставку плюс цветов. Доставку цветов. И он уже отправляет в поисковую систему запрос, что здесь требуется найти параметр, здесь требуется найти доставку цветов. То есть, грубо говоря, это фильтр, который фильтрует, что необходимо сделать. Дальше header parameters. В основном в header parameters используется только метод аутентификации. То есть, грубо говоря, это ваша, когда мы делаем заказ на Яндексе, на Яндекс.Маркете, либо Яндекс.Еде, это QWERTY parameters, это
Наша привязанная карта. В данном случае это API-ключ, который мы используем для того, чтобы войти, для того, чтобы нас идентифицировали. Потому что если в тот или иной сервис будет приходить большое количество запросов, то он не сможет идентифицировать. И ему нужно как бы дверь закрыть, да, и если у тебя есть ключ от этой двери, то ты в эту дверь сможешь войти, то есть тебя пустят. У тебя есть кодовое слово. В качестве кодового слова используется как раз API-ключ. То есть header parameters — это параметры, которые отправляют, это параметры, которые идентифицируют тебя. Можно тебе давать ответ на твой вопрос или нет? Давать тебе какие-то данные или нет? То есть, грубо говоря, это дверь, от которой нужно просто, чтобы у вас был ключ. И если ключ есть, то она пустит вас дальше. Последний параметр — это body параметр. Body параметры в основном используются как JSON форма. То есть, смотрите, если мы будем сюда вводить какой-то body параметр, то у нас тут же откроется меню JSON. То есть мы можем выбрать там JSON форма, либо какая-то другая форма. В основном большинство людей, соответственно, используют JSON, ну, либо большинство сервисов используется JSON код. JSON форма — это основная нагрузка, куда также, грубо говоря, фильтруется тело запроса. То есть что нам нужно найти, где нам нужно найти, какой запрос пришел, какой вопрос, по каким как бы ячейкам разложен этот вопрос. Я вам еще чуть-чуть дальше подробнее расскажу об этом. То есть вот эти вот три параметра: header — это метаданные, авторизация; query parameters — это данные, которые передаются в URL после, например, фильтра, сортировка, то есть что мы ищем; и body параметр. Основная загрузка — это JSON форма, отправляется внутри тела запроса. Сразу скажу, что JSON форма, вот он как бы пугает меня, меня тоже JSON пугал раньше, но сейчас JSON язык настолько как бы популярен, что любой чат GPT и Claude без проблем буквально там в один клик, в один запрос напишет вам базовый JSON для того или иного сайта. То есть все эти данные, они берутся с документации того или иного ресурса, с того или иного сайта. Значит, как мы настраиваем наш HTTP request? У нас есть несколько вариантов настройки. Самый простой вариант настройки — это мы нажимаем вот здесь такой параметр, есть такая кнопка, есть import CURL. Когда мы кликаем на эту кнопку, мы, соответственно, можем внести данные QURL. Вот так вот он правильно называется. Я называю CURL по-русски. Но это те данные, которые в основном представляет каждый сервис, у которого есть доступ через API. То есть они четко прописывают свою документацию, как вы можете связать любую там ноду в N8N, либо неважно где, что вы можете связать через открытый там исходный код, который у них есть. Значит, где брать эти данные? Эти данные в основном хранятся как раз в документации. Как найти документацию? Давайте на примере Perplexity я вам покажу, как найти документацию. То есть мы заходим в Google и просто вбиваем Perplexity API Documentation. Все, мы переходим на первую страницу, вот Perplexity Docs API Documentation. И здесь есть, я на примере Perplexity, так работает как бы каждый сервис. Здесь API Reference есть. И здесь как раз и вбиты те самые параметры, с которыми мы только что и разбирались. Но также здесь, когда мы заходим вот на такой сайт, когда я первый раз зашел, я просто, знаете, вот с такими дикими глазами смотрел, думаю, блин, ну это ж так сложно, так непонятно. Все, не буду ничего делать, пойду искать, соответственно, другой вариант. Но как бы пришлось разбираться. И здесь, по большому счету, никаких сложностей нет. То есть мы просто можем скопировать вот данные вот с этой QRL, копируем, и вот сюда их ставим, import CURL. Вставить эти данные, нажать импорт. И смотрите, вот происходит магия, да? У нас все данные забиваются. Так, я здесь немножко испортил. Вот. И у нас, смотрите, все данные, они забиваются автоматически. То есть у нас автоматически подгрузился данные с URL сайта, к которому будет отправляться запрос. API Perplexity AI Chat Competition. У нас заполнились данные send headers. То есть метод авторизации — это авторизация, и сюда нужно ввести только свой API ключ, да, вот в качестве токена. Вот он.
свой API-ключ. У нас как бы заполнились данные по SendBody. То есть что мы будем отправлять? Здесь мы можем увидеть, что мы будем использовать модель Sonar, у нас системная роль, и здесь, то есть отвечая лаконично и кратко, информация user, то есть наш запрос, сколько звезд в галактике, да, такой достаточно странный запрос. И по сути, то есть мы один раз кликнули, и все эти данные, они забились автоматически. Да, мы можем настраивать как бы более серьезный запрос, то есть мы можем здесь использовать дополнительные параметры, например, добавить максимальное количество токенов, например, указать температуру ответа, мы можем добавить информацию, так что это топ-P, порог выборки ядра, поиск по определенным либо по конкретным доменным и именам, нужно ли нам изображение, то есть нужен ли запрос этого изображения, который есть по этому ключевому слову, раз связанных запросов, последних поисковых данных и значит, количество токенов для фильтрации. Транслировать, определяет, следует ли передавать ответ постепенно, присутствие штраф, частота штрафа, форма ответа, параметры поиска. Например, поиск в размере контекста поиска и поиск, например, по местоположению в определенных локациях. То есть здесь большое количество информации, которая может быть добавлена вот в раздел как раз в body, в JSON-код, для того, чтобы отфильтровать ту информацию, которая нас интересует. Но смотрите, даже вот базово добавив, мы нажимаем Test Step, и нам сейчас... мы не ввели свой API токен. Давайте сейчас возьму API токен из Perplexity. Для этого мне необходимо зайти на сайт Perplexity. В свой основной аккаунт заходим в раздел настройки. И здесь вот API ключи. Создаем API ключ и его сюда добавляем. Смотрите, здесь у них тоже есть определенный порядок, как добавлять API токен. Где-то можно сразу же вот так вот просто ввести API токен и все будет работать. Здесь же конкретно написано, что API токен ты должен добавить именно вот в этот раздел. При этом вот это слово, оно должно остаться. Я добавляю свой API токен. Хорошо, у меня API токен добавился. Нажимаю тест. И теперь у меня идет запрос к Perplexity. Видите, мы получили, соответственно, ответ о том, какое количество звезд в галактике. И здесь мы увидим вот его ответ, что количество звезд в галактике Млечного пути оценивается от 100 миллиардов до 400 миллиардов. Этот диапазон, то есть он ответил на наш вопрос, он поискал наши запросы в интернете, даже вот видите, где-то к YouTube обращался, и после этого он ответил на наш запрос. Все, то есть мы ввели сюда только те данные, которые были у них на сайте, и мы ввели сюда, и он ответил на тот запрос, который нам нужен. JSON-код мы можем отредактировать. Мы, например, можем зайти в режим, вот, для этого мы должны зайти в режим выражения. И здесь мы уже можем подкорректировать тот запрос. Например, какая у него системная роль будет. Отвечая шутливо, будто ты комик. И вопрос, например, оставим тем же самым. Да? То есть мы подкорректировали его промпт, его запрос, системный запрос, который будет отправляться. И когда мы отправим опять, нажмем Test Step, то у нас уже ответ будет изменен в зависимости от того, какая здесь системная роль. То есть вот смотрите. Он уже написал какое-то сочинение, да, что он комик, галактика Млечного Пути, который является нашим космическим домом, содержит предполагаемое количество звезд в диапазоне от 100 до 300 миллиардов. То есть в зависимости от того, какой запрос мы ему будем отправлять, вот, какое тело запроса мы ему будем отправлять, так он и будет отвечать. Как добавить сюда дополнительный инструмент? Есть как бы два способа. В основном сейчас у большинства сервисов есть возможность прямо внутри их сайта добавлять делать какие-то дополнения. Если детально разбираться, значит, из чего здесь все состоит, то я попросил ChatGPT подробно расписать, как для, например, там, 3-летнего ребенка, либо для 6-летнего ребенка объяснить ему принцип работы вот JSON.
JSON — это коробка с наклейками, на которой написано, что внутри список игрушек. Коробка, объект, фигурные скобки — это сама коробка. На каждой наклейке, ключе написано, что там лежит, а рядом цена или имя, либо значение. Например, игрушка, медвежонок, цвет коричневый. Здесь в коробке два ярлыка. Игрушка, медвежонок, цвет игрушки, соответственно, коричневый. Список, массив, квадратные скобки — это как ряд полочек, на каждой из которых что-то лежит. Например, яблоко, банан, апельсин — это список фруктов на первой полке. Яблоко, второй банан, на третий апельсин. Вместе можно положить несколько коробочек. Например, игрушка медвежонок, цвет коричневый. Игрушка машинка, цвет красный. Две коробки на полках. В первой коричневый мишка, во второй красная машинка. И в зависимости, то есть вот эти все данные, они как раз, то есть модель, сонар, месседж, сообщение, роль системная, отвечай шутливо, будто ты комик, роль юзер, то есть запрос от юзера, сколько звезд в Млечном Пути. И для того, чтобы нам, например, не вводить постоянно сюда вручную какой-то запрос, например, какая сегодня погода в Москве. Для того, чтобы нам вручную вот так постоянно не вводить, мы сюда должны ввести какое-то дополнение, которое будет отправлять нам данные от нашего агента, от нашего запроса, где бы мы его не отправляли. В Telegram, здесь в чате, через звонок нашего агента. То есть здесь основная задача сюда ввести код, который будет динамически менять те запросы, которые, соответственно, у нас есть. Но прежде чем мы это сделаем, я еще вам покажу, как дополнять сюда какие-то элементы. Самый простой способ. Можно вот сфотографировать, например, страницу с документацией, либо отправить эту страницу тому же чат GPT и сказать, слушай, либо Клоду и сказать, смотри, вот у меня есть запросы, то есть я сфотографировал страницу с URL, страницу с документацией и страницу с общей документацией. И попросил его, смотри, у меня есть URL вот такой, мне нужно добавить туда максимальное количество токенов и температуру. Как это сделать? И он мне тут же подредактировал и добавил вот эти вот две строки, то есть максимальное количество токенов и температуру в мой запрос. Я добавил два параметра в JSON. Максимальное количество токенов, температуру. Хорошо, ты правильно, я его спрашиваю, добавил? Мне нужно еще, соответственно, добавить дополнительные функции, например, температуру, максимальное количество токенов и место для поиска. Место для поиска также указано в этой документации от Perplexity. Но еще второй вариант есть у Perplexity. Это как бы первый. То есть мы отправляем страницу, либо ссылку страницы с документацией, либо отфотографируем страницу, отправляем чат GPT и просим добавить нам необходимые параметры. Например, я хочу, чтобы он искал только по тем сайтам, которые мне нужны. Мы добавляем, и чат GPT нам без проблем все это добавляет. Также есть на каждой странице возможность как бы вживую добавления этой документации. Смотрите, что мы делаем. Например, нам необходимо добавить, что максимальное количество токенов будет 1000. То есть, видите, изменяется количество токенов, максимальное количество токенов, температура. Если нам она нужна, мы ее дополняем. Если она не нужна, она автоматически будет удалена. То есть температура 0, да? Либо температура не нужна, либо температура должна быть единичка. Вот. Он этот параметр добавляет. И таким образом на практически каждом сайте, где выложена какая-то документация, есть подобные конструкторы, которые позволяют нам добавить в CURL, в код, те данные, которые нам необходимы. Например, мы хотим искать только по России. Для этого у него используется формат ISO Country, и мы либо у ChatGPT, либо просто вводим в поиске ISO Country код, заходим на Википедию, и здесь вот ISO Country код. То есть если мы вот этот параметр сюда введем, где у нас Perplexity, вот сюда введем этот параметр, то он будет искать только по России. Когда вы в чем-то сомневаетесь, у вас есть готовый код, вы можете этот код также отфотографировать, отправить в Claude, либо в чат GPT и спросить, я здесь изменил, соответственно, этот код, правильно ли я его изменил. Если он говорит, все окей, то все окей. Если говорит, необходимо где-то что-то подправить, то мы подправляем. И когда нам необходимо добавить вот те самые дополнительные параметры, мы можем вот просто их скопировать таким образом и добавить в наш JSON код. Но видите, я что-то неправильно добавил, я попрошу просто Claude исправить этот JSON. То есть я не понимаю, какая ошибка, и для того, чтобы долго не копаться с этой ошибкой, я просто прошу Claude исправить, соответственно, этот JSON.
Вот, он пишет, что в вашем JSON есть структурная ошибка, элемент управления запрос. Вот, он ее подкорректировал, и я уже могу исправить. Все, здесь уже ошибок нет. Нажимаем Test Step и уже буду. И здесь нажимаем Test Step и смотрите, я получил ошибку. Как реагировать на эти ошибки? Смотрите, здесь в поле ответа у нас есть всегда данные об ошибках, которые происходят. В данном случае у нас ошибка 401. Здесь также есть информация о том, как работать с теми ошибками. Значит, если приходит ошибка 200, но она обычно не приходит, это значит успех. Говорит о том, что запрос успешно обработан сервером. В теле ответа запрошенные данные JSON с результатом генерации чата, при этом никаких ошибок нет. Следующая ошибка bad request. Сервер не смог обработать запрос из-за неверного синтаксиса и некорректного работы тела. Например, сломанный JSON, пропущенные поля или неправильный тип данных. 401. Запрос не авторизирован. Вы передали неверный токен ключ API. Вот как раз в моем случае я сюда не ввел токен API, потому что изменял параметр авторизации, и он, соответственно, поругался, сказал, что у меня нет ключа для того, чтобы получить эту информацию. Дальше, значит, 403 ошибка. У вас есть валидная аутентификация, но нет прав на этот ресурс. Когда у нас есть несколько категорий прав, то есть где-то мы можем спрашивать что-то, где-то что-то мы, соответственно, спрашивать не можем. И, соответственно, у нас придет ошибка 403. Либо 404, значит, ресурс не найден, но у нас неверный URL. Дальше, значит, ошибка 500. Ошибка 500, когда у нас возникает, это значит, что сервер при обработке нашего запроса случилась какая-то ошибка внутри самого сервера. То есть это не мы что-то настроили неправильно, а сервер что-то сейчас не работает. Возможно, перегрузка сервера, возможно, у нас не хватает каких-то ресурсов, возможно, какая-то сторонняя зависимость. Поиск, кэш, соответственно, вернул сервер нам ошибку. В данном случае у нас ошибка 401. Дело в том, что мы здесь не ввели свой токен, когда заново вводили импорт URL. Значит, таким образом настраивается нода HTTP request. Но здесь у нас еще один параметр остался. Параметр аутентификации. Смотрите, когда мы отправляем запрос, мы можем в N8N заранее прописать параметры аутентификации. То есть заранее, когда мы создаем большое количество нод, мы регистрируемся в различных сервисах. И для того, чтобы не вводить вот эту вот авторизацию, вот здесь мы ее можем пройти вот на этом уровне. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо выбрать параметры авторизации, через что будет проходить авторизация. В данном случае через вот header аутентификация. Здесь создать себе новый кредитал, новую авторизацию. В данном случае она будет выглядеть так: имя, авторизация и данные токена. Мы выбираем кредит и сюда вводим авторизация, и сюда вводим тот самый токен, прописываем те самые данные, вот, которые здесь есть. То есть это вот Bearer токен. Но так как нас не интересует, так, давайте в режиме функции, вот Bearer токен, так как нам нужен именно конкретный токен, то мы вставляем, соответственно, наш токен. Все, после этого переименовываем его, например, Perplexity City Test, сохраняем. И теперь, когда мы будем добавлять Perplexity, мы будем просто выбирать Perplexity тест, а вот эти вот данные, они нам не нужны. То есть у нас авторизация будет проходить через этот раздел. Нажимаем Test Step, то мы тут же получили тот ответ в зависимости от нашего запроса. Значит, как делать запросы? Мы для того, чтобы наша нода вот это работала, нам необходимо либо прикрутить ее к AI-агенту, да, вот, к AI-агенту для того, чтобы он обрабатывал запрос, либо мы должны, вот здесь давайте добавим чат просто, чат, в который мы будем отправлять тот самый запрос. Давайте что-нибудь тестово отправим. Сколько дней в году? И сейчас он пошел искать запрос, но не на наш, не на наш вопрос, сколько дней в году, а он будет искать запрос в зависимости от того параметра, который здесь указан. Поэтому нам необходимо в режиме вот выражения сюда добавить наш запрос. Вот наш запрос chat output, сколько дней в году. Все.
добавляем. И теперь, когда мы будем в чате что-то спрашивать, он всегда будет отвечать на этот вопрос. Сколько дней в году? Именно на наш вопрос, который мы ему конкретно здесь задали. Вот, в году обычно 365 дней. То есть вот он ответил на наш вопрос. Таким образом настраивается нода HTTP Request. И причем это можно делать там с любыми сайтами. Достаточно зайти в документацию по тому или иному ресурсу, найти те самые коды, вставить ее в разделе HTTP Request. Ну и, конечно же, спрашивать у ChatGPT, как можно подкорректировать, либо что можно добавить в тот или иной код. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на телеграм-канал. В первом закрепленном сообщении под этим видео, либо в разделе с описанием есть ссылки на базу промптов, которые есть по тем видео, которые есть на моем канале. Плюс у нас есть большое AI-сообщество по работе с N8N. Обязательно переходите по ссылке. С вами был Гарзуевич. Поставьте нравится этому видео. Пока.